Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. Итак, друзья, как договаривались, вы собрали более 1000 лайков под роликом с новой рулеткой, а значит с меня добротный тест на Дигл. У пистолета имеется перк Акимбо, поэтому тест будет чуть более объемным. У нас получится по факту две сборки под разные цели и задачи. В общем, сейчас все расскажу и наглядно покажу. Ну а сейчас заваривайте себе самый вкусный чай или сделайте кофеек, возьмите вкусняшек, устраивайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. По традиции, как всегда, сравниваем главные модули по урону в цифрах. Я таблицу разделил, получается, на два сектора, сверху стоковая, а снизу Акимбо. Переходим к пулям, ребята. И, судя по пулям, нужно юзать все, кроме стока. Это если говорить про один дигл. Если вы используете перк Акимбо и ваша цель именно Акимбо, то юзать можно все что угодно, ребята, любой модуль абсолютно. А вот именно один дигл нужно все, кроме стока. Но, ребят, давайте соберем, давайте все применим, все эти теоретические знания, так сказать, на практике. И вот смотрите, ребят, начинаем мы с одного дигла, потом будем Акимбо собирать. Если сюда влепить какой-то ствол, да, конечно, будет дистанция, понятно. И вот здесь, например, устойчивость горизонтальной отдачи, но зачем? У нас ведь будет минус скорость перемещения. И с пистолетом я считаю, что минус скорость перемещения это, наверное, значимо, потому что все-таки пистолет зачем? Ради подвижности. Поэтому все-таки ради дистанции, по той самой таблице, которую я вам показал, я влеплю сюда, пожалуй, монолитный глушитель. Тем более он имеет уникальную форму именно на голдовом, на легендарном. Так, самый максимальный боезапас сюда пихаем. И далее курок. Разбираемся с вами с курком. Смотрите, есть у нас вот такой надежный курок, есть легкий курок и высококачественный. А если выбрать высококачественный, то будет 34 темп стрельбы. Если выбрать легкий курок, получается, будет 36 темп стрельбы. И я топлю за темп стрельбы. Чем он выше, тем лучше, тем быстрее вы стреляете. Я думаю, это понятно. Далее ставим сюда скорость прицеливания и точность разброса пуль в прицеле, потому что от пистолета мы будем стрелять именно в прицеле. Можно поставить эту рукоятку, но смотрите, здесь будет минус точность. Да, будет скорость прицеливания повыше по таблице, я ролик выпускал сравнение, но будет, получается, у вас минус точность. И я, пожалуй, сюда влеплю ловкость рук, чтобы моментально перезаряжаться на пистолете, потому что в заварухе нужно прям реально, моментально перезаряжаться. По перку зеленому я советую стервятник, потому что у пистолета как бы все равно заканчиваются быстро патроны, и чтобы нормально пофаниться, нужно стервятник. Давайте эту сборку, короче говоря, ребята, сохраним. Ее мы сохраним и назовем сток. Потому что другая будет у нас Акимбо, а эту мы назовем сток. Блин, сейчас сказал Акимбо и вспомнил. Акимбо, 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 Акимбо. Так, давайте собирать с вами с Акимбо, в общем. Перк лепим. Далее, я вам сказал, абсолютно без разницы, какой у вас ствол, и монолитный или не монолитный глушитель. Поэтому сюда лазер пихаем на 5 Вт, чтобы повышалась точность стрельбы от бедра. Далее, собственно, курок. Ставим тот же самый, чтобы как можно быстрее стрелять, чтобы темп стрельбы был, да, у нас выше. Далее, боезапас сюда максимальный, чтобы, да, как можно больше патриков. И на последний модуль ни ствол, ребята, ни монолитный глушитель я не ставлю. Можно, да, рукоятку какую-нибудь, но зачем там? Бессмысленно. Ствол бессмысленно, то же самое. Монолитный глушитель зачем? Ради чего, собственно? Вот. Но, ребят, есть у нас легкий пламегаситель, который повышает точность стрельбы от бедра. Про него почему-то многие забывают. Он повышает точность от бедра. И поэтому, ребята, вот наша сборка с Акимбо с максимальной точностью, которая вообще возможна у этой сборки, у Акимбо, именно от бедра. Не точность в прицеле, ребят, не путайте, а точность от бедра. Это максимально, что можно сделать из этой сборки. Давайте покажу вам нарезки. Чтобы, ребята, не было у нас затягивания времени по ролику, потому что по факту у нас две сборки, это будет очень долго, я вам сделаю нарезку. Так, вот так, собственно, забираем здесь. И мне реально напоминает, если честно, вот эти два ствола очень сильно напоминает Counter-Strike 1.6. Как я в детстве играл, и реально вот эти два ствола, как там, я уже вам говорил в прошлом ролике, никто не юзал эти пистолеты, ну так, по-серьезки, если там в рейтинге. Какой рейтинг?
если на турнирах, потому что я в Counter-Strike 1.6 отыгрывал профессионально на турнирах. Вот, и никто их не юзал на турнирах, но было очень весело. Если взять где-то на разминке, по фану в паблике где-то, реально было очень весело. Вот, ребят. В принципе, смотрите. Итак, пока что краткий вывод такой. Если ваша цель самая ближняя дистанция, то есть врываться в здание, например, куда-то, да, там, скажем, ну, какой-то карте маленькой, врываться на точку, например, да, и сносить противника лоб в лоб, тогда Акимбо тащит, потому что если оба патрона попадут в цель, вы заберете по факту с одного шота. Но это будет по факту, конечно, 2 попадания и 2 выстрела, потому что у вас 2 пушки, 2 оружия, у вас же Акимбо. Но как бы, давайте скажем грамотно, за одно нажатие кнопки стрельбы. То есть за одно нажатие стрельбы вы заберете игрока сразу. Вот. Если попадет, все в цель. Поэтому, если вы прям вот лоб в лоб, да, попадаете, забираете. Попадаете, если две пули попадают, забираете. Вот так вот. Блин, реально клево. Реально, вот пофаниться очень круто, ребят. По крайней мере, не знаю, как в рейтинге, но попробовать точно стоит. Именно пофаниться просто. Вот, собственно, как я настрелял с Акимбо. Как бы, я думаю, все прикольно, все понятно. Давайте посмотрим одиночный. Ребят, так... Нормально, вот видите, то есть у одиночного, ребят, цель, как вы видите, у меня геймплей чуть-чуть поменялся. У одиночного пистолета, у одиночного дигла цель и задача уже не лоб в лоб забирать, а примерно ближне-средняя дистанция. Не прям, да, впритык, а ближне-средняя. Ну и как бы можно, вот, неплохо, кстати говоря. Как дополнение снайперу подойдет, я думаю. Хотя, может быть, и MW11, MV11 подойдет, пистолет. Честно говоря, тут нужно сравнивать и думать именно, что вам более годно будет, как бы. А если сравнивать с револьвером, кстати говоря, можно сравнить с револьвером эту пушку, одиночную именно, одиночный дигл. Скажу так, у револьвера больше отдача вверх. То есть здесь я когда стреляю, все летит ровно в одну точку. Да, как бы выбивает, видите, да, то есть вверх выбивает дигл, понятное дело, мы это видим. Но пока, так скажем, грамотно, когда начнется второй выстрел после первого, то дигл возвращается точно обратно. И по сути отдачи нет. То есть по сути все пули летят в одну точку. И по сути нет никакой отдачи на этом дигле. Вот. А если говорить про револьвер, то когда начинается второй выстрел на револьвере, то его выбивает вверх. И того на револьвере большая отдача получается. То есть вот в чем разница. Поэтому мне револьвер не нравился из-за его отдачи. Очень не нравился. А здесь как бы отдачи по факту нет, получается все в одну точечку летит. Так, и... последний не удался. Последний, ладно. В общем, тоже неплохо настреляли, ребят. Надеюсь, все для вас было полезно. Юзайте эти супер-мега сборки на диглы и на дигл, соответственно, одиночный. Но, как всегда, с тебя лайкос, а с меня годный контент. Всем пока-пока.